В этом видео мы будем готовить медовуху. Для этого нам понадобится кастрюлька небольшая, так как я буду делать 3 литра приблизительно, на 2,5 литра. Рояль. Так, кастрюля, в общем, кухонные весы, чтобы замерить, сколько нам нужно меда. Потом дальше будет у меня из расхода 2 литра воды на 400 грамм меда. Наливаем. Ну, воду, естественно, я буду отмерять бутылкой. Заодно проверим честность кастрюли, честность бутылки. Все 2 литра как раз. Так, в общем, все это дело мы греем. Греем, в общем, мы все не сильно жарко. Пока что это нагреваем приблизительно до 40 градусов. Чтобы наш мед, вот, в общем, здесь 400 грамм меда. Отмерил я. Все это дело варим. В общем, для этих целей подходит нам абсолютно любой мед. Можно засахаренный, можно не засахаренный, неважно. Лишь бы это был мед. В общем, все это дело помешиваем, пока не растворится. Как все это растворится, дальше расскажу, что надо делать. В общем, после того, как все это дело у нас растворилось, мы все это дело варим дальше и снимаем всю пленку, которая здесь у нас возникает. Вот как все это дело у нас закончилось, вся пленка, мы выключаем наше месиво, в общем, и даем остыть до комнатной температуры. Я ради ускорения сейчас все это дело поставлю в холодную воду, в ванну. После того, как это все остынет, продолжим. В общем, после того, как мы все это дело охладили, наше произведение искусства, в общем, заливаем это все, в моем случае, в банку. Дальше. Вот на эту емкость нам понадобится приблизительно полпачки, где-то 5-6 грамм дрожжей. Засыпаем их. Я все это дело вилочкой взбалтываю. Приблизительно. Размешали немного. Теперь все это дело сегодня размешаем с помощью крышки. Крышка не держит нифига. Фигня из магнита. Ну да ладно. Не каждый день мы все это дело мешаем.
Опять же таки, один раз мы все это дело размешали. Наши дрожжи сейчас активизируются. Так. Да, запах меда. Так, значит. Потом, если ставим в банки, покупаем вот такой хитрую крышку с гидрозатвором. Ну, ладно. Натягиваем ее. Все у нас хорошо. Заливаем сюда воды. Все, наш продукт можно ставить в темное местечко, чтобы все дело созревало. Все это дело настаивается 2 дня. Я делал как-то один раз, мне настаивалось 4 дня, получилось ужасно, очень. Даже никакого сахара не было, все дрожжи съели. Поэтому стоять должно это 2 дня. Чем больше, тем больше у вас будет процент спиртозности, но вкус так себе. В общем, вот так вот это все у нас дело делается. Как что получится, засниму видос и расскажу. А так, всем пока, спасибо за внимание, удачи!